Офицер Джексон совершал свой обычный обход, когда на углу тускло освещенной улицы к нему подошла маленькая девочка-сирота. Она подняла на него полные слез глаза и прошептала 3 слова, от которых у него по спине пробежали мурашки. Эти 3 слова раскрыли правду, которая распутала паутину тайн и опасностей, и офицер Джексон понял, что должен действовать быстро. Но прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться, если вы еще этого не сделали, и нажать на колокольчик уведомления, чтобы не пропустить новые истории. Это была ситуация, в которой офицер Джексон никогда не оказывался. К этому времени он проработал в полиции всего около 3 лет и только сегодня утром вышел на обычное патрулирование. Его коллега по колледжу Марой ждал его в машине и видел, как все происходило. Она уже подошла к Джексону и маленькой девочке и сказала им, что быстро осмотрит местность, чтобы посмотреть, сможет ли она определить, откуда взялась эта девочка. Возможно, ее родители все еще где-то здесь, а девочка просто потерялась. Все это время офицер Джексон оставался с девушкой. Ему было ясно, что она доверяет ему, и он ни в коем случае не собирался предавать это доверие. Он проводил ее до полицейской машины и сел рядом с ней на заднее сиденье. Офицер Джексон сфотографировал молодую девушку и разослал снимок всем полицейским. Они начали ходить с этим от двери к двери и расспрашивать всех, кто им открывался, знали ли они ее или хотя бы видели когда-нибудь раньше. Но в конце концов их усилия не пропали даром. Одна пожилая женщина, которая была готова открыть им дверь, узнала девочку, но, увидев ее фотографию, быстро сделала замечание. «Вон та девочка. Она сирота. У нее нет ни матери, ни отца». Когда офицер Марой стала настаивать на том, чтобы она рассказала им, откуда ей это известно, или могла ли она предоставить им дополнительную информацию, пожилая женщина, казалось, быстро осознала, что она только что сказала, и сказала офицерам, что больше ничего не знает. И чем дольше Марой пыталась поговорить с ней, тем более напряженной она казалась оставаться такой до тех пор, пока женщина не захлопнет дверь у нее перед носом. Офицер Муррей знала, что если она хочет получить больше информации от этой женщины, ей придется либо арестовать ее, либо получить ордер на обыск в доме. На данный момент их поиски подошли к концу, и хотя у них была кое-какая информация, они все еще понятия не имели, откуда взялась эта девушка. Потому что даже если старуха была права, и она действительно была сиротой, то где она была все это время? Она должна была где-то жить. Да, если бы она жила на улице, ее бы давно заметили и позаботились о ней. Потерпевший поражение офицер Мюррей доложил Джексону, который все еще ждал с молодой девушкой на заднем сиденье полицейской машины. Следующим шагом было отвезти ее в полицейский участок и разобраться с этим там. По дороге обратно в полицейский участок оба офицера обсуждали, как им лучше поступить. Конечно, им нужно было бы распространить по всему городу сообщение о том, что они нашли эту девочку, и что ее опекун должен немедленно сообщить в участок. Но что, если это не сработает? Придется ли им просто передать ее в приемную семью? После возвращения на машине офицер Джексон и Марой быстро объявили тревогу по всему городу, разместив фотографию девочки-сироты на различных платформах. По мере того, как это изображение распространялось по всему городу, в полицейский участок начали поступать звонки, каждый из которых был потенциальной зацепкой, способной раскрыть тайну личности девушки. Однако многие из них, казалось, приводили только к еще большему замешательству. В свою очередь, это вызвало у них как интерес, так и скептицизм, когда анонимный источник направил офицера Джексона и Морроя в богатый район, с его ухоженными лужайками и обширными поместьями, что резко контрастировало с тускло освещенными улицами, где они нашли девушку. Они не могли не задаться вопросом, какую связь может иметь этот изысканный мир с таинственной историей сироты, если таковая вообще существует. В этом роскошном месте жители, с которыми они сталкивались, были вежливы, но в их ответах безошибочно угадывался скептицизм. Могла ли такая девушка действительно быть неизвестной в сообществе, где, казалось, каждый знает все о своих соседях? Вернувшись в участок, Джексон и Маррей
изучили карты и записи, пытаясь найти любую возможную связь между девушкой и богатым районом. Это отсутствие связи только усугубляло тайну, окружающую ее. Когда они в очередной раз проезжали по богатому району, внимание полицейского привлек внезапный резкий вздох девушки. Когда они проезжали мимо особенно роскошного особняка, ее глаза расширились, а маленькие ручки сжались в кулачки. Эта неожиданная реакция вызвала живой интерес у Джексона и Морроя. Была ли какая-то скрытая связь между девушкой и этим роскошным особняком? Решив последовать этому примеру, они подошли к особняку и были встречены его владельцем, человеком, известным своим положением в обществе. Он поприветствовал их с подчеркнутой озабоченностью, но когда ему показали фотографию девушки, он быстро стал отрицать, что знает ее. Пока продолжался разговор с владельцем особняка, Джексон и Моррой не могли избавиться от мучительного подозрения. Под предлогом проведения обычного расследования полицейские попросили разрешения осмотреть особняк. Проходя по роскошным залам, они внимательно наблюдали за девушкой, которая хранила молчание, но была заметно напряжена. Каждый взгляд, который она бросала на особняк, казалось, таил в себе историю, которую еще предстоит рассказать. Покидая особняк с большим количеством вопросов, чем ответов, Джексон и Моррой испытывали растущее чувство неуверенности. Отточенное отрицание владельца и молчаливая реакция девочек на рассказ создавали головоломку, которая отказывалась складываться воедино. Вернувшись за свои рабочие столы, Джексон и Моррой начали изучать различные аспекты жизни владельца особняка, просматривая финансовые отчеты и прошлые взаимодействия. Среди финансовых документов владельца особняка были сделки, которые вызывали удивление, крупные суммы денег, перемещавшиеся необычным образом, и связи с теневыми фигурами в социальной элите города. Эти сделки рисовали картину человека, который играл на грани законности, умело оставаясь в рамках закона. Несмотря на эти находки, ничто из того, что они обнаружили, не могло напрямую связать владельца особняка с девушкой. Поскольку конкретных улик не было, Джексон и Моррой решили применить новый подход. Они установили скрытое наблюдение за особняком и его владельцем, надеясь, что внимательный взгляд может выявить то, чего не было в документах. Со смесью решимости и опасений Джексон и Моррой снова приблизились к особняку, их шаги были решительными. Внутри особняка атмосфера словно разрядилась электрическим током, когда офицеры начали задавать вопросы владельцу. Они зорко наблюдали, как его безупречный вид начал давать трещины, а его ответы менялись от спокойных заверений к оборонительным репликам. В разгар жаркой перепалки девушка, которая была молчаливой тенью рядом с офицером, внезапно проявила признаки сильного беспокойства. В этот момент, столь же хрупкий, сколь и неожиданный, голос девушки, долгое время молчавшей, прорезал напряженный воздух. Ее слова «есть» и другие были тихими, но несли в себе тяжесть тысячи невысказанных ужасов. Это откровение простое, но пугающее, повисло в комнате призраком, который мгновенно изменил ход расследования. Со смесью шока и решимости они задержали владельца особняка, прежнее самообладание которого теперь сменилось недоверием. Когда они выводили его из роскошного жилища, полицейские понимали, что вступают в потенциально серьезную и тревожную часть расследования. Осознавая серьезность заявления девушки, они быстро организовали всесторонний обыск в доме. Джексон и Моррой вызвали дополнительных сотрудников полиции и провели с ними срочный инструктаж, который подчеркнул потенциальную серьезность того, что они могут обнаружить. Особняк, некогда являвшийся символом богатства и статуса, теперь стал объектом мрачного и пристального изучения. В уединенном крыле особняка их методичные поиски привели их к непритязательной двери, искусно скрытой в замысловатом узоре стены. Обнаружение этого тайника вызвало у команды волну дурных предчувствий. Когда потайная дверь распахнулась, глазам офицеров предстала мрачная сцена. В каждом замкнутом пространстве обнаружился еще один ребенок.
каждый из которых выглядел таким же растерянным и заброшенным, как и первая девочка, которую они нашли. Обнаружение этих детей, спрятанных в таких плачевных условиях, вызвало волну шока и гнева у всей команды. Стало с ужасом ясно, что ее, как и других детей, использовали всего лишь как источник дохода, презренная эксплуатация, скрытая под маской богатства и респектабельности. С каждым документом и показаниями спасенных детей ужасающая реальность ситуации становилась все более очевидной. Владелец особняка проводил зловещую операцию, используя уязвимых детей для получения финансовой выгоды. После шокирующих открытий в особняке владелец был официально арестован. Обвинения, выдвинутые против него, были серьезными и многочисленными, включая эксплуатацию детей, безнадзорность и множество связанных с этим преступлений. Когда новость об этом случае распространилась, местное сообщество отреагировало на нее со смесью шока, гнева и глубокого сочувствия. Теперь, когда дети были в безопасности, следующим важным шагом стал поиск им новых домов. Агентства по защите детей при поддержке местных жителей неустанно работали над выявлением приемных семей. Эти усилия были продиктованы глубоким стремлением обеспечить, чтобы каждый ребенок был помещен в любящую, заботливую среду, которая резко контрастировала бы с тенями, из которых они были спасены. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить много интересного. До свидания.